Начинаем вязание с кольцами груми. Если вы не знакомы с таким способом начала ряда, просто повторяйте за мной. Я накладываю рабочую нить на ладонь, обвожу рабочей нитью 3 пальца и вот слегка перекрещивая ниточки, да, вот таким образом оставляю. И завожу крючок под первую нить, цепляю вторую, вывожу ее через первую, образую петельку и закрепляю. И провяжу еще 2 воздушные. Это имитация первого столбика с накидом. Дальше делаю накид, завожу крючок в кольцо, достаю рабочую нить и провязываю сначала 2, затем последние 2. Вот у нас получилось 2 столбика с накидом. Дальше по схеме у нас 2 воздушные петли, да, образуем угол. Делаем накид и провязываем в кольцо 2 столбика с накидом. Следующая стенка. Так. Снова 2 воздушные. И следующая сторона 2 столбика с накидом. И так у нас должно получиться 6 пар столбиков с накидом и 6 пар воздушных петель. Вот я провязала 1, 2, 3 пары столбиков с накидом. И так провязываю до конца, доходя до 6 пар столбиков с накидом. Конец ряда у нас будет состоять из воздушных петель 2. Раз, два, три, 4, 5. И последняя пара столбиков. И делаем 2 воздушные петли, да, последний угол. Обязательно проверяйте себя, все ли у вас верно в количестве. И можно смело стягивать, если все правильно. Затягиваем кольцо максимально плотно, как только у вас это получится. И делаем бесшовное соединение. Крючок высвобождаем из петли, слегка ее вытягиваем. Находим первую верхнюю горизонтальную петлю. Вот она. Вот наш имитированный первый столбик, а это верхняя горизонтальная петля от второго столбика с накидом, провязанного в кольцо амигуруми. Да, вот эта горизонтальная петля, которая находится над ним, относится к нему. И мы сейчас заводим крючок сзади вперед под верхнюю горизонтальную петлю. И вот эту вот петельку последнюю с помощью крючка уводим назад. Вот так. Здесь вот сильно не перетягивайте, чтобы все было свободно и естественно. И сейчас я вам покажу 2 способа, как соединить. Такой самый простой, я думаю, для вас будет это. Так, вот наша рабочая нить от клубка, а это наша петелька. Я просто вытягиваю максимально эту петлю, для того, чтобы у меня клубок прошел сквозь нее, да, и пропускаю клубок сквозь ниточку. Так, и вот что у меня получилось. Вот рабочая нить, я сейчас ее затяну и вот эту петлю закреплю. Так. И вот так.
Это первый способ. Сейчас покажу, как распустить такое соединение. Вот узелок, это изнаночная сторона, узелок и вот перемычка. Заводим крючок под нее, цепляем, вытягиваем и тянем вот таким образом, чтобы вытянуть слегка петельку. И петельку тянем и просто обходим этой петелькой справа налево. Кончик от кольца амигуруми высвобождаем, и таким образом мы распустили ряд. И второй способ, для кого-то он покажется сложным, для кого-то привычным. Принцип такой же: я завожу крючок сзади вперед под верхнюю горизонтальную петлю, петлю последнюю вывожу назад, и вот этой ниточкой нахожу здесь ту нитку, которая тянется, да, вот рабочая нить, видите, она выходит. И вот этой петлей обхожу слева направо нашу деталь, при этом кончик от кольца амигуруми я высвобождаю. Вот так получается. И тяну сначала здесь, затем здесь. Вот так. Это второй способ. И сейчас покажу, как его рассоединить. Здесь в принципе то же самое, что и в первом. Вытягиваем сначала вот эту перемычку, затем берем справа, слева, вытягиваем петлю слегка, вот она, и возвращаем петельку, да, справа налево, обходим шестиугольник, не забываем кончик от кольца, и вот таким образом рассоединим. И я соединила первый ряд. Конечно же, перед тем, как соединить, я проверила, все ли верно у меня провязано в первом ряду. Должно быть между воздушными петлями по 2 столбика с накидом. Вот они. У меня все верно, и таких элементов у меня 6. В каждом ряду, конечно же, проверяйте и считайте количество столбиков, чтобы везде все было правильно. Только после того, как вы убедитесь, что все связано верно, соединяйте ряд и приступайте к вязанию следующего. Ну, а мы с вами сейчас начнем вязать второй ряд. И сразу хочу показать вам точки, куда мы будем всегда провязывать столбики с накидом. Сейчас на этом ряду я сакцентирую на этом ваше внимание. Итак, начинаем ряд мы всегда в ту горизонтальную верхнюю петлю, под которой у нас вот этот узелок от соединения. Вот он, то есть над вторым столбиком, да, или над тем столбиком, который ближе всего к воздушным петлям. Вот в нашем случае это второй. Это будет всегда последний, крайний левый столбик. Именно над ним. Над ним это вот так. Это не вот так, не слева, а справа. Над ним мы будем начинать ряд. Над крайним левым столбиком. Ориентир еще раз. Это узелок от соединения. Вот это горизонтальное, и вот сюда. Слегка справа, над крайним левым столбиком мы начинаем ряд. И я делаю вот такую имитацию. Я крючок кладу под рабочую нить, делаю накид таким образом, перекручиваю и завожу в горизонтальную, забираю нить. У меня вот такие 2 петли на крючке, я их провязываю вместе и делаю еще одну воздушную. И это мой первый столбик с накидом во втором ряду. Это имитация. Вот всегда именно так я буду начинать ряд. Дальше мы подходим к
цепочки из 2 воздушных петель. Сюда мы всегда провязываем комбинацию столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Делаем накид, заводим под воздушные петли, провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, накид и столбик с накидом под цепочку. Так, вот таким образом мы образовали угол. Дальше мы переходим уже на сторону следующую, да, и здесь очень внимательно смотрите, еще раз запомните, мы всегда провязываем столбик слегка справа, да, не слева, а справа. Вот эта горизонтальная петля, она принадлежит вот этому столбику. Вот так. Ее не потеряйте, не пропустите. И провязываем именно под воздушную, да, не вот так, да, перекрывая вот эту перемычку, а именно вот так внутрь крючок заводим под нее. Провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И дальше снова подходим к цепочке из воздушных петель и образуем угол. Итак, у нас второй ряд будет состоять из чередования 4 столбика с накидом, 2 воздушные, 4 столбика с накидом, 2 воздушные и так далее до конца ряда. И провязываем под воздушные петли, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. У нас получается каждый ряд провязывается в основание, да, верхнее основание вот этих вот предыдущих столбиков у нас будет дублироваться. То есть у нас мы видим, да, что мы провязали под воздушные петли, у нас всегда будет столбик, 2 воздушные, столбик, а здесь мы всегда будем дублировать количество, которое было снизу, да, то есть мы сейчас провяжем 2 столбика, но на стороне мы считаем уже 4. Да, тот, который провязан под воздушные, он относится к стенке, потому что стенка у нас состоит из столбиков с накидом. 2 и еще раз воздушный столбик. Все, и вяжем до конца, встречаемся еще в конце, тоже покажу вам один момент. Довяжите до последнего угла. Итак, провязываю последний угол петли. И вот здесь момент, смотрите очень внимательно. У нас с начала ряда было 1 столбик, да, с накидом, а потом мы вязали под воздушные петли. И здесь мы тоже провязали под воздушные петли. Соответственно, у нас не хватает еще одного столбика, который должен быть над первым столбиком в первом ряду шестиугольника. Здесь мы делали соединение, и вот в эту сымитированную верхнюю горизонтальную, которая образовала соединение наше, мы с вами и провяжем последний столбик с накидом во втором ряду, и всегда мы будем так заканчивать каждый из последующих рядов. И вот смотрим внимательно, где они. Вот первый столбик в первом ряду. И вот мы видим здесь перемычки, да, и должно быть 2 ниточки. Да, помним, что мы петельку выводили, да, то есть мы вот так вот выводили, и вот так должна выглядеть сымитированная верхняя горизонтальная. Вот она.
Обязательно не пропустите ее и провяжите именно захватывая 2 ниточки, чтобы все ложилось ровно. Тоже сильно не тяните, не перетягивайте, свободно закрепляйте первые 2 петли в столбике. И вот таким образом закончили ряд. Проверяем себя, чтобы у нас было между воздушными по 4 столбика с накидом. Да, вот здесь тоже 4 у нас, все верно. И теперь соединяем удобным для вас способом, бесшовным соединением. Делаем это спокойно, свободно. Так, если нужно, мы поправляем все столбики. Мы закончили вязание второго ряда. И провяжу с вами еще один ряд, третий. Далее вы по аналогии будете вязать до 10 ряда включительно. Встречаемся с вами на начале 11 ряда и объясню вам, что мы будем делать в этом последнем ряду. И третий ряд у нас состоит из 6 столбиков с одним накидом между воздушными петлями. Провяжу еще раз с вами этот ряд, чтобы закрепить ваше понимание о строении шестиугольника. Итак, всегда ряд помним, что мы начинаем из той горизонтальной петли, под которую у нас уходит узелок от соединения. Вот она. И это и есть самый крайний левый столбик. Слегка справа, вот сюда. Не сюда, а вот сюда. И провязываем, делаем имитацию столбика. Так, раз и два. И подходим к цепочке воздушных петель, провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Дальше необходимо провязать 4 столбика с накидом. Вот сюда первая точка, вот так, раз, 2, 3 и 4. Подходим к цепочке воздушных петель, провязываем столбик с накидом, 2 воздушные и столбик с накидом. Итак, провязываем до конца, встречаемся еще в конце, еще раз покажу вам, куда мы провязываем последний столбик в ряду. Подходим к концу ряда. И не забываем, что вот сюда, в точку соединения ряда, мы должны тоже провязать столбик и подцепить 2 ниточки. Да, вот так вот выглядит. Здесь уже оно лучше видно, чем в предыдущем ряду, потому что там оно было размещено очень близко к углу. Но думаю, что вы разобрались и ошибку не сделаете. Так, здесь вот помним, что мы не затягиваем, да, чтобы это не выглядело вот так. И соединяем ряд, проверяя, все ли верно вы провязали. В этом ряду, в третьем, у нас между воздушными петлями по 6 столбиков с накидом. Все, и по аналогии, опираясь на схему, которую я предоставила в PDF-файле, пожалуйста, провязывайте на высоту 10 рядов и встречаемся с вами на 11 ряду. Покажу, что мы там будем делать не так, как
все время, что вы будете вязать до 10 ряда. Мы связали 10 рядов, очень надеюсь, что у вас все получилось. И для того, чтобы вязать 11 ряд, пожалуйста, разместите деталь вот таким образом, как у меня показано. Поставьте маркеры, я повязала просто ниточки в вот эти два отверстия. И разместите при этом линию соединения, да, вот соединение ряда вниз, чтобы вот начало ряда наше обычное было внизу, да, и вот сюда поставьте маркеры. И об 11 ряду. В местах, где у нас стоят маркеры, мы будем провязывать такую же комбинацию, как и в предыдущих рядах. Это столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Здесь у нас ничего не меняется. В остальных 4 точках, да, под воздушные петли мы будем вязать просто 2 столбика с накидом, без воздушных петель между ними. Это нам нужно для того, чтобы немножечко скруглить вот эту часть, да, потому что у нас примерно с середины боковых сегментов будет начинаться присоединение ряд, и я хочу добиться немножко такого эффекта скругления вот этой детали, обтекающей такой формы, поэтому здесь мы как будто бы делаем убавки, да, и сглаживаем вот эти отверстия. И сразу же у нас здесь будет вот эта убавка, так называемая, да, будем ее называть так. Значит, мы начинаем ряд со столбика с накидом. И в цепочку воздушных петель провязываем просто 2 столбика с накидом. Все, и дальше вяжем как обычно. И подходим к следующему углу. Сюда привязываем просто 2 столбика с накидом. И так далее. Вот у нас будет еще следующую точку, куда мы провяжем 2 столбика с накидом. А здесь просто, как обычно, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Здесь тоже повторяем, как обычно. А здесь и все. Будем вязать вот такими убавочками. И вот уже видим, как у нас такое плавное закругление происходит детали. Все, продолжаем до конца ряда, встречаемся на соединении. Пожалуйста, без меня не соединяйте, покажу, как делать фальш-петлю. И провязываю последний столбик в 11 ряду. И сейчас покажу, как будем делать фальш-петлю. Для этого высвобождаем крючок из петли, обрезаем нить, оставляя кончик подлиннее. Обрезаем и полностью достаем свободный край нити из петли. Дальше заходим в первую горизонтальную петлю с изнаночной стороны на лицевую, выводим вот эту нить на изнаночную сторону с помощью крючка. И переворачиваем изнаночной стороной на себя. Находим, вот из этой точки у нас выходит ниточка. Видим верхнюю горизонтальную, спускаемся чуть ниже, цепляем вот эту перемычку, проходим внутрь верхней горизонтальной петли и забираем ниточку, выводим ее вниз. Вот так. И сверху у нас получается непрерывная полоса
верхних горизонтальных петель. Здесь мы слегка подтягиваем, да, чтобы получить петельку такого же размера, как и все остальные. И прячем кончик в любом направлении, как вам удобно, между столбиками. Направление лучше всего менять. Да? Вправо, влево, вверх, вниз. Так, на этом моменте я остановлюсь. Здесь еще тоже все подровняйте после того, как вы спрятали. Вот что у нас получается на лицевой. Все идеально. Так, и сейчас обрезаем ниточку, слегка оставим вот здесь длину. Так. И прижигаем с помощью зажигалки. Опаливаем. Сильно близко не подносите огонь к шнуру. Наша задача просто оплавить шнур, и потом я вот так вот зажигалкой просто прикладываю и прижимаю кончик к полотну. Так, вот с этим кончиком мы проделаем то же самое. Я его немножко еще уведу подальше. Например, вот сюда вверх, обрежем и также здесь зажигалкой его припаяем. Нам необходимо связать еще такую вторую деталь и провести ВТО. Сейчас покажу, как это делаю я. Итак, для того, чтобы определить количество рядов в нашей боковине, необходимо расположить шестиугольник таким образом, чтобы сверху находились точки, куда будем присоединять ручку для сумки. И находим визуально точки, откуда мы хотим, чтобы начиналась наша боковина. Я определила для себя вот эти места, то есть вот здесь вот у меня будет начинаться боковина. Да, вот так вот присоединяемся, и вот здесь заканчивается. То есть вход в сумку у меня это вот вся верхняя часть вот такой. Вы можете присоединять боковину выше, ниже не советую, потому что слишком большое пространство остается вверху свободным. Выше да, ниже нежелательно. И сейчас расскажу, как считать и что нужно учитывать. Если у вас провязано так же, как у меня, 11 рядов, и в конце вы так же, как и я, провязывали только 2 столбика с накидом без воздушных петель в подвоздушные петли, соответственно, в каждой секции получается по 22 столбика с накидом. Да, считаем вот эту вот секцию, считаем, берем вот 2 столбика, которые привязаны под воздушные петли, мы 1 столбик относим на эту сторону, да, 1 столбик на эту, соответственно, здесь 22, вот отсюда до сюда 22 столбика, 22, 22, 22, 3 на 22 получается 66, и сверху, да, начиная с верхнего столбика, провязанного под воздушные петли, и до точки, где я хочу, чтобы начиналась боковина, у меня получилось 11 столбиков. Да, и следим за тем, чтобы мы считали вот эту вот верхнюю горизонтальную петлю. Вот это вот 13 столбик снизу, 13. И вот эта воздушная петля верхняя горизонтальная петля относится к этому столбику.
Да, вот отсюда 13. Соответственно, 13 плюс 13 26. 26 плюс 66 это неизменная нижняя часть. Получается 92. Если у вас вверху больше, там 15 или 16, соответственно, умножаем 16 на 16, 32. 32 плюс 66. Считаем и провязываем то количество рядов, которое нам нужно. И набираем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Делаем одну воздушную петлю для подъема, переворачиваем косичку вниз и будем вязать за перемычки. Вот они. И находим первую перемычку, да, вот одна у нас закрыта рабочей нитью, находим первую и начинаем провязывать столбики без накида весь ряд за перемычки. В конце ряда у нас должно получиться 11 столбиков без накида. И провязываем последнюю перемычку. Закончили ряд, проверяем себя, чтобы у нас было 11 столбиков без накида. Вот так выглядят столбики, такими галочками. Можно считать по столбикам, либо по верхним горизонтальным петлям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И сейчас спрячем вот этот кончик. Я завожу нить в верхнюю горизонтальную петлю, последнюю, затем под левую стенку последнего столбика цепляю кончик и вывожу его наверх. Слегка подтягиваю, чтобы выровнять край, и прокладываю его вдоль полотна и буду вывязывать во втором ряду. И начинаем второй ряд, делаем одну воздушную петлю для подъема, переворачиваем полотно и вяжем под верхнюю горизонтальную петлю. Да, на крючке у нас должно быть вот так вот 2 стеночки. Вяжем столбики без накида и ввязываем кончик. И до конца довязываем последний столбик в ряду. Проверяем, чтобы было 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Воздушная петля для перехода на третий ряд. Третий ряд провязываем аналогично. И также вяжем на высоту 92 ряда, либо то количество рядов, которое вы просчитали для себя. Последний столбик. И вяжем до конца. И после того, как мы связали боковину, мы ее, конечно же, отпарили. И сейчас будем присоединять первый шестиугольник к боковине. Для этого на шестиугольнике маркером, либо другой
нитью, определяем места, откуда у нас будет начинаться боковина и где она будет заканчиваться. И начинаем работать с шестиугольником. Заводим крючок в первую обозначенную петельку, да, заводим сверху вниз под обе дужки. Теперь здесь захватываем вот эту последнюю петлю, которая у нас была провязана в боковине. И также вот именно в этой точке мы заходим внутрь последнего столбика. Так, и вот здесь еще захватим. И пропускаем рабочую нить сквозь все вот это на крючке. Выводим на лицевую сторону шестиугольника. Маркер можно убрать. Это первая точка, да, соединения. Дальше шагаем в следующую косичку. В боковине находим второй ряд. Вот он, второй ряд. И здесь я завожу крючок прям под последний столбик изнаночный, да, вот так. Забираю рабочую нить и провожу сквозь все петли на крючке, соединительный столбик. И дальше шагаем в следующую. Ищем третий ряд, вот он. Здесь заходим, вот последний столбик, заходим внутрь этого столбика, раскол, да, 2 ниточки на крючке, вот так вот у нас. И провязываем соединительный столбик. Четвертая точка, четвертый ряд, заходим внутрь столбика, да, как бы под столбик, и соединительный столбик. И таким образом мы присоединяем каждый ряд в боковине. Старайтесь затягивать вот эти соединительные столбики равномерно, чтобы не перетягивать и чтобы не было очень свободно. Да, старайтесь выдерживать баланс. Это мы завершили присоединение боковины к первому шестиугольнику. Вот как это выглядит с изнаночной стороны. И так вот с лицевой. Да, за счет того, что мы здесь сделали убавки, у нас слегка такая обтекающая форма получилась. И дальше мы продолжим обвязку верхнего края сумки соединительными столбиками. В конце обвязки, вот в этой точке, мы сделаем фальш-петлю, чтобы получился такой эффект непрерывной обвязки. И еще хочу показать вам такой момент. Если мы с вами сейчас продолжим просто делать обвязку, да, у нас останется вот эта вот часть свободно топорщиться будет. Поэтому при обвязке, да, вот первая петля обвязки верхнего края, мы зайдем еще вот сюда, это цепочка воздушных петель, зайдем в самую крайнюю петельку и зафиксируем, так скажем, ее вот этой соединительной петлей. И продолжаем
обвязку края. Здесь так вот поправляем слегка. И выглядит это намного лучше, чем если бы мы не задействовали это место. И сейчас дойдем до воздушных петель. Покажу, как мы делаем обвязку здесь. Мы не заходим под воздушные петли, а стараемся зайти именно под верхние горизонтальные петли, да, чтобы перемычка у нас оставалась внизу. Вот первая и вторая перемычка у нас внизу крючка, чтобы все шло одной ровной линией. И так далее вяжем до конца. Так, и мы уже скоро приблизимся к точке, где мы будем делать фальш-петлю. Провяжем раз, два. И вот здесь мы уже не будем вот сюда провязывать, да, а сделаем фальш-петлю. Итак, заводим крючок под первую соединительную петлю. Вот она. Так. И уводим эту нить на себя. А затем возвращаем ее в то место, откуда она выходила. Разворачиваем для этого на себя наизнанку. И вот через перемычку и сквозь все вот эти петли проходим в эту точку. Все вывели. Так это выглядит на лицевой. И на изнаночной стороне просто уводим ниточку. Если здесь необходимо немножечко потянуть петлю для того, чтобы выровнять, сделайте это. И уводим в абсолютно любом направлении, как вам удобно, кончик. И нам осталось присоединить второй шестиугольник к боковине. Для этого я завожу крючок не в 13-ю петлю, а в 14-ю. То есть ближе к точке, в которую мы будем присоединять ручку. Да, отсюда отсчитываю не 13, а 14. И в боковине нахожу вот эту цепочку воздушных петель, которая у нас была в начале ряда боковины. И помним, да, что мы здесь присоединялись, когда делали обвязку верхнего края, присоединялись к последней, да, к крайней верхней горизонтальной петле в цепочке воздушных петель. И здесь мы сделаем практически то же самое. Значит, заводим крючок на одну петлю дальше. У меня это 14 петля. И здесь в самую крайнюю верхнюю горизонтальную петлю от цепочки воздушных петель, вот она,
Завожу вот таким образом. И здесь же присоединяю нить. И вывожу наверх. Вот так. И дальше начинаю присоединять. Вот моя 13-я петля, да, или первая петля для присоединения к боковине. Первый ряд — это изнаночная сторона боковины. Вот этот первый ряд. И здесь я прохожу под 2 ниточки. Вот так. Это так, как мы делали на прошлой стороне присоединения, когда мы вкалывали в раскол лицевого столбика без накида в боковине. Дальше идем во второй. И здесь мы вот лицевая часть, да, лицевые столбики. И вот здесь мы видим в конце вот такой как бы столбик. Вот в него полностью, под него мы заходим, как мы делали на изнаночной, с изнаночными столбиками без накидов в прошлом соединении, на прошлой стороне. И дальше снова 3-я изнаночная сторона. Здесь заходим вот так вот под 2 ниточки и присоединяемся. Можно делать, конечно же, и по-другому, да, вводить, допустим, вот так вот полностью. Выберите какой-то один вариант, как вы будете присоединять, и повторяйте его на одной и на второй стороне соединения, чтобы все было равномерно. И так присоединяем до конца. Подходим к концу соединения. И здесь мы присоединяем последнюю петлю шестиугольника в верхние горизонтальные петли, самую крайнюю горизонтальную петлю. Вот так. И дальше продолжаем обвязку верхнего края соединительными столбиками. Повторяем точно так же, как делали с предыдущим шестиугольником. И в конце мы сделаем фальш-петлю, как и в предыдущей стороне соединения, а кончик от начала нити спрячем между столбиками и приклеим к полотну с помощью зажигалки. И вот что у меня получилось. Замечательная шестиугольная сумка. Очень надеюсь, что у вас все тоже получилось. Сразу хочу вас предупредить, что сумка не будет в процессе носки держать идеально обтекающую форму за счет того, что полотно состоит из столбиков с накидом, и сам шестиугольник имеет грани, которые не позволят сумке быть в идеальной форме всегда. После того, как я прикрепляю боковину к шестиугольникам, я еще изнутри прохожусь руками между боковиной и шестиугольником, да, вот как бы внутри этого шва, под швом, грубо говоря, для того, чтобы выровнять соединение. Да, видите, как оно уже изменилось, лежит намного аккуратней. Так. И сейчас будем приступать к ручкам. Ну что же, мы с вами на заключительном этапе, и нам остается прикрепить только ручки к сумке.
Я предлагаю вам попробовать вместе со мной сделать вот такие. К вязаным они не имеют никакого отношения. Скорее всего, это техника макраме. Вы можете связать ручки, либо использовать уже готовые кожаные. Я буду показывать именно вот такие. У меня получилась высота ручки от основания сумки 22 сантиметра. И если вы будете делать так, как я, то вы получите примерно такую же высоту. Можно увеличить либо уменьшить размеры. И сейчас подробнее расскажу, как это сделать. Я уже подготовила 4 отрезка по 95-100 сантиметров. Примерно такая их длина. Разные они, потому что изначально я отмерила 100 сантиметров. Затем 4 раза вот так вот сложила шнур. Потом обрезала в местах сложения с одного края, со второго. И таким образом у меня получились не совсем одной длины отрезки. Но страшного в этом ничего нет. Просто изначально я делала первую ручку так. И отрезать равные, допустим, 100 сантиметрам 4 отрезка я уже не стала, потому что так у меня изменится высота второй ручки. Вы можете сначала замерить один отрезок 95-100 сантиметров, затем второй, третий, четвертый. И у вас получится все 4 отрезка равной длины. У меня было в первой ручке так, поэтому я рассказываю вам на таком примере и показываю, как делала я. И сейчас можно по отдельности, можно сразу 4 отрезка. Мы вводим подвоздушные петли в верхней части сумки, да, те точки, которые мы оставляли с вами для крепления ручки. Я ввожу все 4 сразу, буду расправлять и разравнивать все потом. Можно это делать с лицевой на изнаночную, либо с изнаночной на лицевую. Разницы нет никакой. Я буду делать с лицевой на изнаночную вводить. Ввожу под самое верхнее отверстие. Сначала один край. Можно помогать себе крючком. Так. И затем второй край. Так, готово. Теперь нужно уложить все ниточки ровно, чтобы обхват вот этой сумки нашей до верхнего края, чтобы они здесь все лежали рядом друг с другом, не перекрывали, не ложились друг на друга, а лежали рядышком. Для этого разровняем с обеих сторон. И с изнаночной, и с лицевой все должно быть ровно. И теперь, начиная с крайних кончиков, с двух сторон, я забираю вот эти крайние, да, и начинаю поочередно их склеивать между собой. С помощью зажигалки я опаливаю края и прижимаю их друг к другу. Опаливаем.
И после того, когда я соединила все края, распределяю опять все нитки ровно, чтобы они лежали рядом друг с другом. С изнаночной стороны смотрю это и с лицевой тоже. Места, которые я соединяла, распределяю на разном расстоянии друг от друга, чтобы они не были рядышком друг с другом. Да, если они будут вот так вот вместе, то при обвивании ручки здесь получится такой не совсем красивый бугорок, поэтому распределяйте их на разное расстояние. Все расправляем, смотрим, чтобы все лежало ровно. Самое главное, конечно же, чтобы ниточки были ровно распределены у основания, потому что эта часть у нас видна, вот она. Но также важно и по всей длине тоже, чтобы они не перекручивались сильно, да, потому что это тоже будет образовывать неровность. Но вообще в целом ручка получается, конечно, не совсем идеально ровная, да, все-таки есть здесь бугорочки, но в принципе она такая достаточно пластичная, можно все поправить и будет смотреться хорошо. Итак, сейчас на этом этапе я советую вот этот вот центр зафиксировать ниточкой. Слегка так натягиваем и фиксируем. Сейчас мы будем вот эти ниточки, основу нашей ручки, обвивать. Берем шнур, оставляя небольшой кончик, укладываем его вдоль всех ниточек от основания. Проверяем, снова проверяем, чтобы все ниточки у нас лежали друг с дружкой рядышком. Вот под воздушными петлями с изнаночной и с лицевой стороны проверили. И можно смело начинать обвивать. Укладываю вдоль кончик. Фиксирую рукой все ниточки. И шнур, да, вот этот моточек, я укладываю в центр. И буду так вот попеременно его менять местами для удобства. Сделала вот первый виток. Второй. Укладываю ниточки друг на друга. Да, вот предыдущий и вот следующую кладу на нее плотно. И вот после второго витка я делаю все очень плотно. Фиксируем обязательно. Очень-очень плотненько все. И вот таким образом мы кончик от начала прячем, да, и закрепляем наше начало. Вот эти нитки, которые мы фиксируем рукой, смотрите, не перекручивайте, следите за этим, потому что в процессе обвивания вы можете даже не заметить, как они у вас перекрутятся. Выберите для себя одну плотность и обвивайте именно исходя из этой плотности. Старайтесь, конечно, делать максимально плотно все. Ниточки укладывать друг на друга. Да, ровненько, чтобы все было. Очень я люблю круглый шнур в этой ручке, потому что все получается максимально идеально. Вот эти перемещения моточка вы можете выбрать вообще любые направления движения. Главное переноровиться и выбрать
тот набор движений, который будет удобен для вас. И после того, как я проделываю примерно 15-20 витков, я спускаю все вот это дело вниз, уплотняя еще больше вот этот жгутик, да, и проделываю так по длине всей ручки. В конце оставляю примерно вот такую высоту, и встретимся еще с вами здесь, покажу, что будем делать для того, чтобы закрепить обвивание нашей ручки. Все, проделываем так. И оставив немного свободной высоты, я беру иглу с большим ушком, у меня пластиковая, и поступаю примерно так же, как и в начале с кончиком от рабочей нити. Я кладу вдоль нити иглу, оставляя ушко внизу, и сейчас продолжаю обвивать до конца вместе с иглой. В этом месте с иголкой я уже делаю прям очень-очень плотно все, потому что потом, когда мы берем иголку, все-таки останется чуть-чуть пространства, поэтому здесь все максимально плотно. Сверху у вас должен остаться кончик иглы на такую высоту, чтобы вам было потом удобно его вытянуть, ее. Да, мы это делаем для того, чтобы потом в конце заправить в ушко кончик нити и протянуть сквозь вот эти все витки, которые мы сейчас делаем вокруг иглы. Все, на этом я заканчиваю. Обрезаю хвостик, оставляю, ну, примерно вот столько. Одеваю его в иголку. Так, здесь отрегулируем все, чтобы у нас было ровно. И вытягиваем. Здесь все расправляем ровненько, чтобы было. При необходимости уведите вот это наложение нитей на изнаночную сторону. Все, затянули. И теперь нам остается просто обрезать этот кончик. Обрезаем под корень максимально. Поправим. И теперь ручку можно так вот еще покрутить между рук, чтобы оно все ровненько леглось. Где-то расправить, распределить ниточки, да, если где-то образовались бугорочки. И мои ручки готовы.
Очень надеюсь, что у вас тоже все получилось и вы остались довольны результатом. По ощущениям могу сказать, что вижу, что первая ручка у меня чуть-чуть потоньше и тактильно она более плотная, чем вторая. Все потому, что я делала, вероятнее всего, в первой витки потуже, чем во второй. Но страшного в этом я ничего не вижу. В целом смотрится хорошо. Конечно, в этой технике, как и во всех остальных, нужна практика, которой пока очень мало, но я результатом довольна. Очень надеюсь, что и вы тоже.